Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Давайте узнаем с вами, что же произойдет со дня на день или вот совсем скоро. Мы не ставим далеких временных рамок, хотя иногда я знаю, что и до 2 недель у кого-то растягиваются сроки. Кто-то пишет из вас, что да, у меня это уже случилось или за пару дней. Ну, будем реалистами, но давайте рассмотрим как альтернативный вариант. В среднем все же большие сроки не загадываем. Я планирую, опять же, судя по вашей реакции, по вашим комментариям, за которые я вам очень благодарна, я вижу, что есть интерес именно узнавать или где-то продумывать свою ситуацию на более короткий срок. Поэтому вижу, что и на короткий срок наши прогнозы, они более актуальны. Итак, давайте узнавать, что же там в ближайшие дни, какие придут события в вашу жизнь, с чем это может быть связано. Итак, карты старинного цыганского пасьянса. Он у меня очень давно. Что нам подскажут? И больше они именно про события. Тут без философии. Смотрите, у вас сразу выпадает корона. Корона – это символ власти. И поэтому это где-то и ваши ресурсы, не без этого. Это ваши возможности. Тут как бы нам говорят, не теряя времени даром. Но это могут быть у кого-то банально согласования с высокими чиновниками, инстанциями, взаимодействие с сильными, да, мир всего может быть. Или как взаимодействие с какими-то ключевыми партнерами, ну, которые имеют такие вот эти рычаги влияния или длинные руки. Но у кого-то может быть важное подписание документов или то, что вы хотите вот осуществить, может быть, вы к этому шли. Вот смотрите, и вообще вы управляете ситуацией. Это все же, эта власть и в ваших руках, мои дорогие, тоже. Потому что спокойное течение жизни. Тут как будто, мои дорогие весы, вы можете что-то и планировать, прогнозировать, где-то правильно видите обстановку, это факт. И нет ничего неожиданного. Может быть, какая-то планируемая встреча, дорога, далекая дорога. Может быть, это вы будете на будущее уже что-то там просчитывать. Может быть, и в ближайшие дни для кого-то из вас необходимость быстро собраться и куда-то отправиться. Ну, давайте досмотрим до конца, что нам тут еще расскажут. К примеру, в этом пасьянсе, если выпадает ключ в сочетании с дорогой, то это куда-то далеко дорога. Вот давайте узнаем. Нет, ключ вам не выпадает, но хотя тут уже 50 на 50 любой прогноз. Поэтому для кого-то именно планирование вот этой дороги, какого-то пути, что-то вы тут просчитываете, на что-то ориентируетесь. Но нам сказали спокойное течение жизни, значит, где-то все идет по плану. Да, и у вас есть доброжелатель. Может, для кого-то вот эта корона и ангел – это то лицо, которое вам содействие оказывает. Пусть даже этот человек, такая знаковая личность или имеет не просто какие-то сферы влияния, а еще, вы понимаете, вы можете на него опереться. Может быть и так. Хотя мы все разные. И для кого-то вопросы, да, которые проходят по короне, там согласование, документы, контракты, соглашения – это одно. А просто доброжелатель, он и в нашем доме, может быть, почему нет. Но есть какие-то сомнения. Вот этот месяц – это, знаете, как карта Луна. Тысяча неопределенностей еще. И вы тут что-то анализируете, строите планы на будущее, но пока еще, может быть, не из всех ситуаций видите путь. Ну, понятно, отсюда и сомнения. Мы в нашем пасьянсе можем сложить по вертикали и по горизонтали крайние ряды. И у вас выпадает кот, это флирт, и хорошее настроение. Поэтому общий фон тот, что надо, мои дорогие весы. Смотрим, что еще совпало в крайних рядах. А ведь и правда, смотрите, это дома или как близкие ваши, вы с ними на одной волне. Дома именно, в семейном очаге доброжелатель. У кого-то так будет, такое значение. Вас поддерживают, вас любят. Может быть и личная жизнь. Ну, а для тех, кто в паре, то даже если были какие-то ссоры, здесь вы можете найти взаимопонимание.
Если были какие-то шероховатости, тут вы тоже, мои дорогие весы, можете уладить все. Ведь, правда, спокойное течение жизни. И при этом вы что-то рационально планируете уже, может быть, в чем-то есть согласование. Вы видите, куда вы идете, самое главное, как путь вот этот. Ладно, пойдем вперед. Ваше настроение в связи с этими событиями. Давайте узнаем. Ваше настроение. Шикарное настроение. Настроение, которое направлено на именно достижение каких-то либо договоренностей, либо на вот эту мир, гармонию, на взаимопонимание, безусловно. Ведь это по максимуму 21 и старший аркан. Старший аркан еще говорит о том, что внешние события как-то для вас складываются тоже в красивый узор. Это благополучное время и, может быть, вот спокойное течение жизни. Это когда постепенно, шаг за шагом заканчиваются какие-то неопределенности. И когда выпадает еще, опять же, старший аркан, это не есть только вот тот срок, который мы с вами обозначаем, недолгий. Это что-то будет продолжено на какой-то период времени. И может быть для вас, мои дорогие весы, тут только что-то начинается, или вы планируете, или что-то, ну, знаете, как становится на более реальные рельсы, теперь действительно направление для вас ясно. По этому аркану рост нашей популярности, рост вашей экспертности. Это когда вы можете осуществить, может быть, даже свою задумку, как мечту. Все же это старший аркан последний. И у вас это получается. Для кого-то, если мечта была связана с переездом куда-то далеко, у вас это тоже получится. Карта опять же говорит, что это вот не прямо сию секунду, но это то, что вы планируете. Ну, по части настроения, наверное, лучше не бывает. Может быть, постепенно вот эти, как знаете, какие-то внутренние страхи, сомнения. А я бы сказала, тут будет все в свое время. По четверке мечей это мы могли что-то поставить на паузу или как сами вот в этом гнездышке находились и ничего не хотелось. Может быть, был сложный какой-то период из разочарований, были пробы, были ошибки, может быть, было и отсутствие взаимопонимания, ну, наверное, было разное. Ведь по четверке мечей мы приводим мысли в порядок. И какая-то пауза у вас завершится в нужный срок. Это как, ну, если хотите, в книге судьбы у каждого прописано, но постепенно, может быть, шаг за шагом, из какого-то замкнутого пространства или из какого-то периода неопределенности вы как раз и выходите, и вас это радует. Вы уже видите, зачем вам что нужно. Путаница какая-то у вас заканчивается. Настроение хорошее, повторюсь, но добрые дела наспех, наверное, не делаются. Есть еще какие-то детали, которые, с одной стороны, вы должны для себя четко определить, потому что двойка мечей – это всегда как тупик, путаница. Вот, значит, привести мысли в порядок определенно стоит. Но на смену уже вот этим каким-то, ну, не самым веселым, будем говорить, картам, а мечи – это интеллект, это где-то ваши мысли. Но все равно жизнь берет свое. Аркан Мир обещает благополучный период. Значит, какие-то тупики жизненные или глубокие разочарования, они постепенно отступают. Спросим давайте, в каких сферах жизни в ближайшие дни вы будете принимать важные решения. Чего это может касаться? Именно сферы жизни. Ну, я уже даже других карт не достаю, мои дорогие. Карта Солнца. Выбор правильного направления. И тут у каждого по-своему. Вот по этой позиции. Примите во внимание, что действительно выпадает вам как аркан Мир. Вот давайте я так их рядом положу. Тут что-то очень знаковое, которое имеет длительную траекторию. На самом деле добрые дела наспех не делаются. Какие-то важные согласования, договоренности. Два старших аркана может говорить о любой сфере жизни. У кого-то это будет работа, ваши достижения. Это будет говорить для кого-то вообще новое направление вашей деятельности, которое будет отчасти связано у кого-то с переездами, у кого-то работа из любой точки мира, к примеру, освоение новых технологий, цифровых технологий. Все то, что по миру.
Опять же, пространство, эфир, интернет, цифровые технологии – это вот те новые науки, те новые направления, которые уже есть в нашей жизни. Они так вот ворвались. Мы можем и изучать что-то, мы можем понимать, что вот по этим двум картам, да, я чего-то не вижу, я сейчас еще чего-то не знаю, поэтому я и не могу с низкого старта куда-то так вот рвануть буквально. Но посмотрите на кону, что у вас стоит. И здесь сама, знаете, как парадигма жизни у вас меняется. Меняется все. И ваше отношение к жизни, и ваши возможности. Но, может быть, в ближайшие дни что-то основополагающее по аркану Солнца решается. И это будет означать то, что или чем вы будете активно заниматься. Активно. Я на этом делаю акцент. 6-8 месяцев. А потом это будет траектория лет на 10-20, как минимум. Тут причина и следствие. Может быть, шаг за шагом решаете какие-то задачи. Но вот эти дни ближайшие, они могут для вас иметь судьбоносное значение. Ладно, по этой позиции я больше карты не достаю. А вот что у нас по части поездок, перемещений? Тут у вас еще и дорога выпадает. Что это? Вот тут будьте хитрее. Тут, видимо, лавировать придется. Семерка мечей нам говорит, сохраняй себя. Если вы куда-то едете или идете, может быть, даже недалеко, будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам, но к паролям аккаунтов вверху аркан мир. Утечки информации какой-то от вас не должно быть. Поэтому проверить пароли как минимум стоит. Быть внимательным, может быть, к электронным системам взаиморасчета, там ведь тоже доступ к аккаунту получить. У тех персонажей, которые занимаются совсем не самыми благовидными делами, тоже вот как будто есть риск, понимаете? Себя обезопасить нужно. По крайней мере, отправляясь куда-то в путешествие или в дорогу. Быть внимательным для начала. Но в конечном итоге, даже если где-то семерка мечей, и нас ведь тоже, вас, мои дорогие весы, призывает быть хитрее, быть мудрее. Никто не знает, где заканчивается мудрость, начинается хитрость. Но какая-то неоднозначная ситуация у вас может быть. Или, может быть, это будет связано с людьми, которые транслируют одно, а задумали какой-то коварный план. Вы каких-то таких личностей, может быть, можете или столкнуться с ними, или что-то вам могут предлагать такое вот в дороге. Но, видимо, ваша врожденная мудрость, интуиция, холодный расчет, не без этого. Вам он помогает. То есть вот эта четверка мечей, мысли в порядок, да, вот тут если мы, ведь в нашей жизни есть, присутствуют едва ли не ежедневно те дела, которые мы должны вот именно интеллектом, без эмоций продумать, просчитать. И это нельзя сбрасывать с какой-то, знаете, ну, очень важного пункта в вашей жизни. Видимо, включить это критическое мышление в ближайшие дни совершенно необходимо. Вам это помогает. Вам это помогает, чтобы какой-то праздник в вашей жизни состоялся. Праздник после победы, мои дорогие. Ладно, продолжение следует. Но вот смотрите, продолжение такое, видимо, пока, опять же, старший аркан, есть еще какая-то зыбкость. Это, кстати, карта может говорить, слушай свою интуицию. И мы с вами живем на пороге совершенно новой эпохи, новых технологий. Они уже где-то есть, мы просто об этом не знаем. Или нам не объявили. Вот объявят, это точно. Но в данном случае складываются некоторые события, которые логикой, и такое будет, вы не сумеете просчитать. И тогда нам карта говорит, слушай свою интуицию. Видимо, это вот как продолжение дел будущих, где-то строится и в сегодняшнем дне. Но просчитать наперед не получится. Здесь нужно идти в ногу со временем, или назовите это, знаете, как поступательное, последовательное какое-то движение, искусство мелких шагов. Когда мы шаг сделали и должны отдышаться, осмотреться, что ж там вокруг. А впереди семерка мечей. Вот да, тут надо как-то беречь себя и все, что вам дорого, любимо. Но в конечном итоге праздник будет. То есть у вас все равно что-то получится осуществить. Ну, может быть, и вы будьте как по верховной жрице, это где-то на будущее мы с вами смотрим. Продолжение такое тоже
неоднозначная. Может быть, и будут те пути-дорожки или какие-то в вашей жизни события, которые вы не пройдете, как, знаете, врата открылись, и шоссе такое широкое, ровное. Может, иногда и бочком в узком коридоре. Такое я тоже допускаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. И благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.